Всех рада приветствовать на моем канале. С вами Анастасия. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом вкуснейшего и нежнейшего лимонного манника. В глубокую миску всыпаем манку и вливаем кефир, после чего все тщательно перемешиваем. Кефир у меня жирностью 2,5%. Кефир с меньшей жирностью брать не рекомендую. Манку с кефиром оставляем минут на 15-20. Тем временем подготовим другие ингредиенты. 70 грамм сливочного масла либо маргарина нужно растопить. В емкость для взбивания отправляем 2 белка и чайную ложку лимонного сока. Взбиваем белки до плотных пиков. Белки должны быть хорошо взбиты. Они не должны сползать с венчика и емкости, в которой вы их взбивали. К манке отправляем 2 желтка, цедру 1 лимона, сахар и муку. К муке я предварительно добавила 1 чайную ложку соды, без горки. Можете заменить разрыхлителем, но в готовом изделии сода не ощущается. Все хорошенечко вымешиваем и добавляем растопленное масло либо маргарин. И снова вымешиваем. В последнюю очередь добавляем взбитые белки в несколько этапов, после чего аккуратно вымешиваем, чтобы не нарушить воздушность белков. Вот такое вот тесто получилось. Форму смазываем маслом и немного обсыпаем манкой или мукой. В подготовленную форму перекладываем тесто и распределяем его по форме. Форма у меня диаметром 19 см. Выпекаем манник в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов, ориентировочно минут 35-40. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовый пирог извлекаем из формы и даем ему полностью остыть. Пока пирог остывает, подготовим глазурь. К сахарной пудре добавляем лимонный сок и все хорошенечко перемешиваем. Будущую глазурь я переливаю в металлическую кружку и отправляю на плиту. Глазурь доводим до кипения, но не кипятим. Еще горячей начинаем взбивать глазурь до загустения. В процессе взбивания глазурь начнет белеть. Вот такая вот она должна получиться по консистенции. Готовая глазурь должна быть слегка теплая. Обмазываем манник сверху глазурью. Когда глазурь полностью остынет, она приобретет более насыщенный белый цвет. Начинайте наносить глазурь на манник еще теплой, так как при полном остывании глазурь загустеет и ее будет сложнее распределить по поверхности пирога. Сверху манник по желанию можно присыпать кокосовой стружкой, либо украсить кусочками лимона. Манник получается очень вкусный и ароматный. Глазурь имеет легкую кислинку и отлично сочетается с тестом. Тесто очень мягкое и нежное. Друзья, я очень рекомендую приготовить и попробовать такой манник. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Я всем желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием и пусть у вас всегда все получается. До новых вкусных встреч на моем канале.